Кукуруза. С детства любимое лакомство. В Фергане мы покупали готовую кукурузу. Кто-то варил, приносили, продавали. Зато когда я приезжал в Азербайджан на каникулы, там надо было кукурузу сначала пойти и собрать в поле, а потом ее очень долго варить. И запах вот этой долго готовящейся кукурузы остался для меня запахом детства, запахом Кавказа. А недавно я побывал в Ингушетии и попробовал настоящие ингушские национальные блюда. Очень любят там кукурузу, и галушки для популярного ингушского блюда готовят не из пшеничной, а из кукурузной муки. Знаете, в Магасе есть даже улица имени Никиты Сергеевича Хрущева, знатного кукурузовода. Но назвали ее так не потому, что Никита Сергеевич, как и ингуши, тоже любил кукурузу, а потому что Никита Сергеевич восстановил справедливость в отношении ингушей. Он вернул их из ссылки, из депортации. И мне кажется, что именно во время этой ссылки, во время депортации, ингуши полюбили обычный вот наш среднеазиатский плов. И вот какое дело. Ингуши очень любят плов, а национального ингушского плова до сих пор не существует. Я решил восстановить справедливость. Я придумал рецепт, который обязательно понравится всей Ингушетии. Я плов, который мы сегодня с вами приготовим, тоже называю Ингушетия. Но кукуруза кукурузой, а, конечно же, главный продукт для ингушей, как для любых кавказцев, это мясо. Причем мясо там любят отваривать крупными кусками. Примерно так же, как для среднеазиатского бешбармака. И мясо разделывают очень просто. Взяли топором раз-два. Я сделаю немножечко по-своему. Я хочу сначала удалить лопатку. Держи. Вот так вот, видели? И лопатка у меня в руке. Чистая, без единого кусочка мяса. Кто хочет научиться разделывать баранину без топора, вот здесь у нас есть ролик как раз о разделке баранины. Вот это баранья грудка. Я вам объясню потом, для чего она мне нужна. А пока займемся бараньим боком. Отрезаем лопатку. Посмотрите. Вот ребрышки, а вот здесь поясничная часть. Поясничную часть отрежем отдельно. Пускай кому-то повезет. Супер кусок мяса. Грудинку отрежем отдельно. Брюшина тоже очень вкусная часть баранины. Ее отрежем отдельно. А вот остался бараний бочок с ребрышками. Ровно посередине, ровно пополам. Вы знаете, что далеко не все народы подают баранью голову в качестве угощения почетному гостю. Те мусульманские народы, которые ведут общинный образ жизни, обычно из головы готовят, что-то такое очень простое. А те народы, которые в недалеком прошлом вели родоплеменной уклад жизни, те народы, у которых сильны традиции подобного уклада, непременно подают на стол баранью голову в качестве главного угощения для старейшины. Нет у меня сегодня бараньей головы. Да, откровенно говоря, не знаю я, как приспособить ее к среднеазиатскому плову. Но есть у меня баранья грудинка, которая, в принципе, тоже очень похожа на баранью голову. И из нее мы сделаем угощение. Вот здесь будут глаза, здесь рот, а здесь ноздри. Никто и не угадает. Пошли мясо варить. Казан кипит, мясо подготовлено. В самый низ надо закладывать, например, вот голяшку. Да? Еще одна голяшка у нас здесь есть. Надо закладывать такие места, которые требуют больше тепла для приготовления. Например, вот эти вот ребрышки, практически корейка, это очень нежное мясо. Его мы положим на самый верх. Есть вот грудинка. Пожалуй, что пашину тоже можно опустить в самый низ. Ну и вот мякоть от лопатки на косточке. Ничего страшного, что казан уже переполненный. Вот здесь, наверху, на пару, эта грудинка приготовится ровно так, как мне надо. Самое главное, не слушать никаких умников и посолить мясо.
Мясо вначале солить непременно надо. Может быть, вот не столько, сколько требуют эти 5 или 6 килограммов мяса, а половину порции, чтобы пена от мяса отходила лучше. 5 килограмм, 5 или 6 я не взвешивал. Но, в общем, мясо гораздо больше, чем я бы взял для приготовления примерно 1,5 килограммов риса, из которого я сегодня собираюсь готовить плов. Вы знаете, почему выработался вот этот алгоритм? Килограмм риса, килограмм мяса. Бульон, который получится в результате из этого мяса, будет очень крепкий. От него губы будут склеиваться. А зачем нам нужно, чтобы склеивался рис? Поэтому рис для плова и, собственно говоря, сам плов мы сегодня будем готовить необычным образом. Пойдемте, я вам сейчас все покажу. С пловом, ребята, все гораздо проще. Самое главное, чтобы казан был горячий, чтобы дрова были, чтобы был курдюк. У меня сегодня не курдюк, у меня заранее вытопленное курдючное сало. Курдючное баранье сало, вот чистый белый жир. И вот немного растительного масла. Я сегодня буду готовить из 1 килограмма 600 грамм риса. Это потребует примерно 550-600 грамм масла и жира в общей сложности. Нагрелось масло, нагрелся жир. Опускаем лук. Необходимо, чтобы лук пожарился очень быстро. Тогда он приобретет особый, скажем так, узбекский вкус. Лук необходимо обжаривать при очень сильном нагреве, чтобы он пожарился буквально минуты за 1,5, за 2. Если дольше, вкус уже будет не тот. Вот лук как должен пожариться. Не до черного, до красного, до золотистого. Сейчас его аромат наилучший. И именно в такие моменты, когда продукты достигли своего наилучшего аромата, необходимо опускать следующие ингредиенты. Если бы мы готовили классический узбекский плов, то мы бы сейчас опустили сюда мясо. Но мы с вами готовим плов, который я назвал Ингушетия. И здесь все иначе. Мясо готовится отдельно, а в казан сразу следом за луком идет вся морковь. Лук пожарен правильно, до предела. Больше его жарить нельзя. Если будем его жарить дольше, он почернеет. Поэтому сейчас же необходимо перемешать лук и морковь. Морковь обжарилась как надо, самое время заливать воду. Но если бы здесь готовилось 5 или 6 килограмм мяса, и мы налили сюда воду, то бульона получилось бы полный казан. И, конечно, в таком количестве бульона рис хорошо приготовить попросту невозможно. Поэтому я отлил из того казана, где варится мясо, часть бульона. 1,5 литра. Это как если бы здесь готовилось примерно 1,5 килограмма мяса. Понимаете, в плове, классическом плове, все рассчитано. Там не должно быть лишнего мяса и не должно быть лишнего бульона. А сейчас я вам не просто показываю ингушский плов. Я вам показываю, как можно увеличить количество мяса в плове без ущерба для приготовления риса. Вы понимаете меня? Ведь есть очень много людей, которые считают, что плов тем вкуснее, чем больше в нем мяса. Я, например, так не считаю, но даю подсказку, особенно представителям тех народов, которые традиционно едят много мяса. Вот ингуши едят много мяса. И что теперь, их переучивать, что ли? Нет. Мы лучше плов подгоним под вкусы ингушей. Вы знаете, как должен готовиться зирвак? Зирвак должен готовиться довольно долго, при минимальном кипении. И его, конечно же, надо посолить, добавить туда зиру, добавить туда перец, чеснок. И если количество соли, которое я сейчас положу, наверное, никого не смутит, то количество острого перца, я полагаю, смутит многих. Спокойно, я сейчас вам все объясню. Чеснок будет вариться от начала и до конца. Пускай готовится. Он плов не сделает ни слишком острым, ни слишком духовитым. А вот перец мы поварим в зирваке примерно 10 минут, так, чтобы он даже цвет не слишком сильно поменял. А потом удалим его. Я вас должен предупредить, вот если будете готовить свежую кукурузу,
то начинайте именно с кукурузы, потому что кукуруза готовится очень долго. Это вам не перец. Вот перец стручковый уже готов. Все, можно убирать. Больше я его готовить не хочу, хотя он еще чуточку живой. Но у него сейчас и запах особенный, и вкус особенный. А если его готовить еще, то все эти замечательные его свойства просто-напросто пропадут. А вот сейчас плов пахнет перцем. Он пахнет перцем, но при этом не острый. Итак, кукуруза. Кукуруза должна попасть в плов. Но готовят же плов с горохом нут. Готовят плов с машем. Плов помимо риса можно добавлять множество других бобовых. Но скажите мне, а почему же тогда нельзя приготовить плов с кукурузой? Я считаю, что можно. Кукурузные зерна желательно не поломать, каким-то образом их снять с початка и отправить сюда в плов. Главный продукт в любом плове – это рис. И для плова по-ингушски я все равно советую взять узбекский рис сорта Девзира. Его теперь повсюду можно найти, повсюду можно купить. Посмотрите, какой это рис. Он должен быть непременно очень тяжелым, хрустящим в ладонях. И он должен быть розовый. На каждом зернышке есть бордовый рубчик. И каждое зернышко покрыто пудрой. Знаете, откуда берется эта пудра? Дело в том, что рис бывает покрыт очень твердой оболочкой. У риса Девзира эта оболочка бордового цвета. И когда снимают эту оболочку, один рубчик все равно остается, как знак качества. Берите Девзира, не ошибетесь. Промыть, замочить, все, как я уже много раз вам рассказывал. Прежде чем закладывать рис в казан, надо позаботиться об огне. Вот сейчас на небольшое, минут на 5-7 время, огонь под казаном должен быть очень ярким, чтобы все закипело очень быстро и чтобы рис нагрелся тоже очень быстро. Поэтому я беру, посмотрите, какие дрова. Я беру буквально самоварные щепки. Это то, что нужно. Они прогорят как раз за 5-7 минут, но дадут жар именно такой, какой мне нужен. Некоторые говорят, да что там, можно и холодной водой рис заливать. Послушайте внимательно. Вот сейчас вода кипит. Если залить сюда примерно литр 200, а столько примерно воды нужно, холодной воды, то кипение, разумеется, прекратится. И крахмал, который выделяется сейчас из риса, а рис состоит преимущественно из крахмала, он будет образовывать клейстер, кисель. Понимаете, что надо заливать непременно кипяток. Сначала мы посолили морковь. Да как посолили? Там совсем немножко было этой соли. Морковь осталась практически сладкая. А вот если рис останется сладким, это вкусно не будет. Поэтому на 1,5 килограмма риса я возьму столовую ложку с хорошей горкой. И вот поверьте, это правильная мера соли. Попробуйте, проверьте. Ну все, ушла вода. Что с поверхности? Что там, на донышке, тоже нет воды. Может быть, только немножко масла, может быть, только чуть побулькивает. Но и рис еще чуточку живой. Он как раз вот на этом пару и дойдет. Я закрываю плов, как правило, минут на 35-40, потому что воды у меня здесь больше нету. И, следовательно, рис не переготовится. Чем дольше он у меня будет стоять в горячем казане, тем более рассыпчатым будет получаться плов. Ну, как вы думаете, сколько мяса должно вариться? В принципе, за 1,5-2 часа будет готово. Но если готовишь вот на дровяной плите, и там постепенно уменьшается пламя, угольки, вот плита сейчас просто горячая, и бульон тоже только горячий, но он имеет температуру градусов 60 или 70. И у меня здесь мясо простояло, может быть, уже часа 3. И оно стало от этого только лучше. Некоторые повара добавляют для приготовления мяса, это правильно, и гвоздику, и черный перец, и душистый перец, так называемый ямайский перец, лавровый лист. Все это допустимо. Коренья, сельдерей, что хотите. Но если мяса много,
И если это мясо само по себе вкусное, то оно вот сейчас уже будет, знаете, какое? А бульон, да, это бульон, я могу сказать, лучше, чем хаш. Осторожно, аккуратно. Мясо, оно, знаете, какое уже? Оно готово сползти с косточки, но мне хочется донести его до блюда вот так, в целом виде. Потому что это красиво. Вот любой продукт, когда он хорошо приготовлен, он обычно выглядит красиво, безо всяких прочих украшений. Его не надо посыпать укропом, его не надо поливать, знаете, такими тоненькими струйками какого-то соуса. Все вот эти вот глупости ресторанные не нужны, если продукт хорошо приготовлен. Знаете, как едят в Ингушетии это мясо? В часть бульона добавляют очень много давленного чеснока. Гораздо больше, чем на Украине в борщ добавляют. И вот в этот чесночный соус, так называемый, едоки обмакивают кусочки мяса и галушки и едят. С большим аппетитом, надо сказать. И вот это мясо с чесночным соусом, оно определяет вкус ингушской кухни. И я не собираюсь нарушать традиционный вкус, сложившийся, сформировавшийся за столетия, за тысячелетия. У этого народа была очень непростая судьба. И раз они подобрали для себя вот такую форму питания, то есть очень простую. Вот мясо, вот бульон, вот чеснок, вот галушки, то это значит, что такая форма питания при их образе жизни наиболее подходящая. Я придумал, как соединить чесночный соус, мясо крупными кусками и сделать его при этом зажаристым, румяным и аппетитным. И теперь мы просто покрываем этим чесночным соусом мясо. Но это еще не все, потому что сейчас мясо отправится в духовку для запекания. Запечется оно очень быстро, минут за 10, за 15, очень красиво покраснеет, но важно же, чтобы у него сохранился традиционный ингушский вкус. Только мне очень хочется придать этому вкусу еще капельку пикантности. Я добавлю черный перец. Духовка, моя печь, моя помощница заработала. Понесли мясо. Этот плов мне хочется подать роскошно. Этот плов мне хочется подать очень щедро, чтобы он весь уместился на одном блюде, чтобы с этого блюда его ела большая и дружная компания. Пришлось подобрать такое, чтобы и рис весь поместился, да еще и мясо. Правильно перемешать и подать плов тоже большое искусство. Мало того, что морковь все-таки больше вот там где-то внизу. Мало того, что морковь с рисом необходимо перемешать, так ведь еще и необходимо растормошить рис, сделать его рассыпчатым. Если где какие-то комочки собрались, не беда, значит их надо просто разбить. Посмотрите. А пахнет удивительно. Пахнет принципиально новым пловом. Потому что пахнет одновременно и узбекским пловом из Девзиры, и пахнет кукурузой. И оба запаха мне очень нравятся. У каждого кавказца должен быть острый кинжал. Пусть перец символизирует острые кинжалы, которые у настоящего мужчины всегда в ножнах. Потому что побеждает мудрость, а не наглость. Вот какой плов. Но вас еще ждет самое главное – мясо. И теперь осталось разложить мясо. Между прочим, не такое уж и простое дело. Ведь гости сядут вокруг, и надо, чтобы мясо было разложено равномерно, и чтобы от каждой части туши барана каждому досталось по кусочку. Но самый главный гость будет сидеть вот здесь, там, где вы сейчас, дорогие зрители, сидите. Поэтому вот это вот символическое изображение головы барана, в следующий раз мы сделаем его получше, покрасивее, мы укладываем сюда, почетному гостю. Бараньи корейки. А посмотрите, видите, ребрышки выползли, и получилось как корона. Седло барашка. Практически зад. Его и положено
положить назад. Но мясо это самое вкусное. Пусть тому, кто сидит сзади, чуть-чуть повезет. Еще один кусочек очень хорошего мягкого мяса уложу вот сюда, вместе с голяшкой. Голяшка это ведь ножка. Знаете, она от природы бывает достаточно жесткой. Но если ее долго готовить, то она получается самой вкусной и самой ароматной. Вот эту косточку пускай дадут какому-нибудь молодому парню, чтобы он ее погрыз острыми зубами. В ней знаете, сколько силы. Готов мой подарок ингушскому народу. Так уж получилось, что первые слова, которые я выучил на ингушском языке, это «приятного аппетита». Юс юр хейлашун.